Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня расскажу вам про Тайного Мага. Это герой, за которого играли абсолютно все игроки. Нет тех игроков, которые за него не играли бы. Вот. И, соответственно, постараюсь сейчас рассказать в этом обзоре конкретно про него, для чего этот герой нужен, стоит ли уделять ему внимание и так далее. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропускать там всякие новые обзоры, там колокольчики вот эти всякие разные добавляйте и так далее, что там у вас есть, включайте уведомления. Внизу в комментарии есть ссылка, которая ведет на группу, в которой есть закрытая база знаний, там экипировка, камни, как использовать, настройка кузницы, настройка палок, тир-листы и так далее. Заходите, всех жду, вход свободный, никаких донатов и так далее. В общем, буду рад видеть каждого. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас с вами ориентир идет на урон и, соответственно, скорость снарядов у нас чуть-чуть повышена. И также немаловажной фишкой является повышение шанса на удвоение магических снарядов, что весьма, скажем так, оно само по себе немножко вот, ощущается. То есть это вот некое такое моментальное прибавление урона во время забега. То есть в этом, очевидно, у этого героя есть плюс. Ну и, скорее всего, вы, если смотрите этот обзор, я не знаю, на каком этапе вы игры, по большому счету этот обзор он будет полезен именно для начинающих игроков. И объясню почему. В самом начале игры, когда только-только начинал играть, это был 24 год, я почему-то был уверен, что никогда и никого не смогу открыть, у меня не появятся какие-либо герои, потому что мне почему-то это все казалось каким-то таким невероятным достижением. Ну и, соответственно, я сейчас уже понимаю, что я был очень сильно неправ. И вот был уверен, что смогу Тайным Магом пройти абсолютно весь контент в игре, что вот пройду и сложные, и обычные главы, и не буду ни на кого переключаться и так далее. Ну, естественно, я понимаю, что был неправ, но все-таки польза у этого героя есть. И давайте смотреть, какая. Ну, естественно, это глобальное усиление. У нас прибавляется 2,5% к скорости снарядов на 50 уровне. Также стандартно 12,5% к урону у нас с вами идет. И вот тут у нас вот самое такое значимое, самое жирное, что можно отметить, это усиление для фракции глобальное на магический совет оно действует. Это плюс 1 магический снаряд. И на 120 уровне абсолютно все герои у нас с вами получают еще один снаряд. Магический, что немаловажно. То есть не общее количество снарядов у вас будет, а только на магическое оружие это все будет у нас с вами распространяться. Ну и, соответственно, на героев, которые имеют магическое оружие, у них там тоже будет урон выше за счет того, что количество снарядов будет увеличено на 1 единицу. То есть из всего вот этого, что можно понять, что герой стартовый, да, тут бесспорно. Тут, естественно, мы с вами понимаем, что он проходной, то есть мы за него поиграли, потом у нас в какой-то момент открываются другие, там, рыцарь и много всего остального и так далее. То есть там самурай, шамана духов можно тоже открыть. И в целом, если вы правильно умеете пользоваться событиями, там, например, посмотрели видео про шахту, или в кубах, или вы, например, донатите, то есть есть у вас возможность кого-то открывать, то, естественно, за Тайного Мага вы играть не будете. Но глобальные усиления, вот эти, они немаловажны, то есть они очень и очень нужны. Плюс 1 снаряд как минимум для фракции и плюс еще 1 снаряд для всех, это очень и очень хорошо. По большому счету, этот герой,
он нам нужен только для глобальных усилений. Все, больше нам от него ничего абсолютно не нужно. Даже несмотря на то, что есть кузница, даже несмотря на то, что тут можно эво сделать. Здесь у нас снова в глобальном усилении плюс 2,5% к скорости снарядов добавляется. Нам это нужно все по чуть-чуть, понемногу, и скорости, длительности, области, все остальное мы с вами должны собирать, естественно. И это глобальное усиление, оно также не является исключением в этой игре. И что могу сказать из важного и интересного? На самом деле, очень много игроков считают тайного мага слабым героем, но это не так. В какой-то из моментов в конечной стадии игры, когда у вас уже весь контент закрыт, и вы имеете какой-то определенный вес, это я имею в виду мощность, естественно, там у вас большое количество урона и так далее, вы можете заметить такую особенность, что вот, например, есть герои, которые открываются... Где же они у меня здесь? Скорее всего, они внизу. Есть герои, которые открываются за кристаллы. Например, ледяной маг у нас есть огненный маг. Пропустил. Вот он. Есть огненный маг, мы его тоже можем открыть за кристаллы. И вот если, например, сравнивать между ними среди вот этих трех героев, если брать в сравнение, то поначалу может показаться, что тайный маг, он слабее. Но на самом деле это не так. Тайный маг, он, на мой взгляд, по крайней мере, вы можете с этим соглашаться или нет, тайный маг, он сильнее. Я не знаю, почему это работает. Это вот можно сказать, что здесь какой-то вот скрытый такой мощный посыл от нее вот этот вот идет. То есть она способна за себя постоять, способна справляться в бою вообще без проблем. И поначалу можно смело утверждать, что она является универсальным героем. То есть можно использовать ее абсолютно во всех режимах. Там и обычные главы, и сложные главы, и арену можно пытаться за нее проходить, если, естественно, у вас нет никаких альтернатив. Ну и даже если мы с вами почитаем скиллы, зайдем сюда. Давайте вот вникать. Те, кто поражены у нас тайным посохом, замедляются на 42% в течение 2 секунд. То есть у нас с вами хотя бы даже при минимальной какой-то прокачке талантов у нас с вами будет работать статус-эффект. И статус-эффект замедления, он является контролирующим. То есть мы сможем немножко замедлять, повышать урон, и тем самым мы с вами будем контролировать толпу. То есть для нас это будет плюс. Да, это не будет очень сильно ощущаться, потому что 42% это... это маловато на самом деле, потому что есть там кто и больше замедляет, и даже если мистический посох взять, палку, которая в Эво будет замедлять на 90%, вот это уже, да, вот это уже ощущается и очень сильно. 42%, конечно, не так сильно, плюс еще до этого момента нужно дойти. Ну и, скорее всего, к тому моменту, когда вы дойдете за тайного мага до 3 звезд, вы уже будете, скорее всего, иметь каких-то других героев. Далее. Тайный посох имеет шанс в 18% удвоить количество своих снарядов, что как будто бы x2 урон, да, то есть у нас становится больше снарядов вдвое, ну и соответственно урон у нас тоже за счет этого будет повышен вдвое, но шанс, конечно же, невелик, всего лишь 18%, ну по крайней мере у меня. В какой-то момент, когда я там играл, я, естественно, пытался эти книжки сюда потратить. Ну вот видите, как осталось. То есть 3 уровень, 2 уровень. И ульту вот я решил не трогать. Троица, ульта. Все, кого мы с вами положили, будут у нас с вами заполнять ульту. Когда она заполнена, создается вокруг себя тройной луч. Ну там треугольник, который вращается. А треугольник, который вращается, если это все, немножко в математику перевести, это по факту все будет окружность.
наносящий 200% урона оружия за каждый удар. И вот по факту, вот как минимум вот сюда, точно в ульту, сливать книги, вот эти, которые с таким большим трудом нам достаются, я думаю, что смысла нет. Да и в целом-то и сюда тоже особо смысла нет сливать. Ну, если только ради интереса, конечно, если вы прям фанат, вот вам хочется поиграть за нее, но я думаю, что таких в любом случае будет мало. Но если, вот еще раз подчеркиваю, если у вас никого нет и вам очень нравится, вот, допустим, на начальном этапе игры у вас выбор между тайным магом и рыцарем, то, ну, конечно же, лучше отдать предпочтение рыцарю, но вдруг так сложилось, что вам хочется поиграть за тайного мага, вам это интереснее, потому что рыцарь это все-таки, ну, опять же, на начальном этапе игры рыцарь это герой ближнего боя, а тайный маг он все-таки умеет посылать вот эти вот сиреневые, там, фиолетовые, розовые шарики куда-то вот туда далеко. И своего рода этот герой становится героем с дальней атакой, то есть он дальнобойный. Ну, что еще можно здесь добавить? Что еще можно здесь добавить? Да в целом-то и ничего, то есть тут много про него говорить смысла особо нет. Эво, конечно, было бы интересно посмотреть, но у меня его пока что, к сожалению, либо к счастью нет. Но все это, я думаю, вопрос времени. Вообще его достаточно тяжело прокачивать, потому что на арене на моей памяти он был всего лишь один раз. Может быть, раньше он и был чаще. И, скорее всего, у большинства старичков, у стареньких игроков, когда еще был этап игры, когда героев было мало, скорее всего, жетоны эти успели понабивать, и, соответственно, там уже куда-то далеко ушли, там, может быть, 4-й, 5-й уровень в кузнице у него был открыт, у них точнее. Ну и давайте смотреть, что у нас здесь в кузнице интересного. Здесь либо 1-1 урон, либо плюс 2 снаряда добавляем. Ну и, соответственно, все элементарно и просто. Для повышения урона ставим левую сторону. Для повышения контроля за счет работы скилла вот этого первого, который дает нам замедление, мы ставим правую сторону. Здесь есть вероятность того, что мы сможем оглушить врагов, всего лишь 5%. Ну, опять же, это очень и очень мало, то есть это, ну, практически чувствоваться оно не будет, но в любом случае для контроля, если вам это нужно, можете поставить левую сторону. Например, вы, если идете в арену, или, не знаю, конечно, есть такие отчаянные ребята или нет, которые пробовали проходить кошмар за тайного мага, либо если вы идете туда, тоже можно эту сторону поставить. Либо 10% шанс на то, чтобы попадание вот этих снарядов у нас поджигало врагов. Ну, естественно, здесь я выбрал правую сторону для увеличения урона. То есть, если мы хотим увеличить урон, то ставим лево-право. Если хотим повысить контроль, то вот так, право-лево. То есть, тут все просто. В комментарии есть ссылка, которая ведет на группу. Повторюсь еще раз, вначале сказал и сейчас тоже скажу. Там большинство основных героев с их направлениями, с кузницами, все расписано, поэтому заходите, пользуйтесь. В Эво у нас тайный скипетр. Большими мистическими снарядами эта палочка у нас с вами стреляет. И самое, что интересное здесь добавляется, это отскок. Пробовал, я думаю, что и вы тоже пробовали в режиме тренировки. Заходили, смотрели, испытывали максимальную мощность этого героя. Естественно, он там всех разносит в пух и прах, но давайте учитывать тот момент, что герой на фоне остальных известных нам на самом деле является таким слабоватым. Но все-таки сила есть. Эво посмотреть тоже будет интересно. Если будет возможность, то обязательно мы этот вопрос закроем и сделаем. И вот тут либо у нас плюс 25% к скорости снарядов, либо плюс 1 проникающий урон. Я бы отдал предпочтение на проникающий урон, чтобы у нас с вами было больше урона. И проникающий урон это по факту плюс 1 моб. То есть снаряд у нас не остановится на каком-то определенном мобе,
он пройдет через него и зацепит следующего моба. И там он уже только остановится. То есть это работает вот так. Так, ну и для наглядности, по традиции, я понимаю, что вы все это видели прекрасно, но все равно давайте посмотрим. Также в группе, вот интересный момент, сейчас расскажу. В группе веду статистику своих забегов в подземелье, и на удивление тайный маг прошел. Ледяной маг, разлагатель, шаман, кстати, по-моему, Дед Мороз, слизневый мудрец. Вот эти ребята у меня подземелья сейчас на данный момент не проходят. Тайный маг прошел. То есть это о чем-то договорит. Да, мало урона он нанес у меня там, что-то в районе где-то, по-моему, 4,5 биллиона он там показал. Ну, мало, да. Конечно, он там где-то в самом-самом низу. Но факт остается фактом, что герой способен был пройти и прошел. Так, ну и давайте стараться что сделать. Бур возьмем. Давайте стараться собирать. В первую очередь будем собирать. Вот оно, наконец-то. Основное оружие героя. То есть, что мы видим? Мы видим вот эти вот шарики, которые у нас выстреливают. И, кстати, в самом начале игры на вот, ну вот прям в самом-самом начале все это может показаться вам таким супер медленным. Ну, естественно, ребят, ну нужна прокачка. То есть это нужно все дело прокачивать, все вот эти глобальные усиления собирать, все это дело развивать. И, соответственно, потом уже спустя время у вас все будет немножко пошустрее, немножко побыстрее. Давайте урон добавим, 5 уровень заберем и сейчас посмотрим, сколько урона в этом забеге мы с вами нанесем. И вообще получится ли у нас. Вот такой вот треугольничек у нас с вами в ульте собирается. И, кстати, вот что обидно, что мне не нравится, что книга области на этот треугольничек, она у нас с вами ну никак не влияет. Ну, по крайней мере, я этого не наблюдаю. То есть, вот я беру эту область, ну и, соответственно, я никаких изменений не вижу. То есть, сколько бы области не было, на ульту она никаким образом не влияет. Возьмем перезарядку. Видите, вот прям снарядов много-много-много, и там периодически у нас срабатывает удвоение. То есть вот определенное количество, потом раз, становится в 2 раза больше, и все это прекрасно гармонирует и чувствуется, и достаточно хорошо и приятно. Помню, когда только начинал играть, прям очень нравилось, когда вот этот треугольничек появлялся. Ульта еще тогда очень и очень долго собиралась. Вот. Ну и быстро она, естественно, пропадала. Так, удвоения нам не хватает. Хочется удвоения, хочется еще снарядик прибавить, чтобы еще было получше. Перезарядку давайте возьмем. Пусть у нас еще быстрее будет. Ну вот, даже если сравнивать, вот другие обзоры мы с вами смотрели, там было тяжело, например, за Сокку мы играли, там прям тяжко очень было. Ну а здесь, видите, уже почти 1000 мы с вами уже галочку отметили. Ну, сейчас нас разнесли. Сейчас мы тогда побежим чуть-чуть по-другому. Побегаем вот так. Нам же интересно все-таки до конца добежать. И посмотреть на финальный результат. Посмотреть на статистику забега. Еще у нас тут прибавилось. Так. Должны мы за 15 секунд вот это все сделать. Давайте поближе будем к ним бежать. За 10 секунд. Давайте зайку попросим помочь чуть-чуть. Удвоение еще прибавим, чтобы еще полегче нам стало. Нет, не успеваем. Но все уже тяжеловато, конечно, становится.
Давайте смотреть статистику. Да, мало у нас здесь получилось набить. И вот немножко некрасиво, конечно, вышло. Сказал, что проходит, но по факту видите, как получилось. Не получилось пройти. Но, тем не менее, вот какое-то определенное количество уровней назад, там 10, 20, 30, я уже не помню сколько, получалось проходить. Ну вот получилось и все. И результат этот я отметил, там было, если не ошибаюсь, 4,5 биллионов, либо 4,3, но факт остается фактом, что все-таки не так уж она и плоха. Вот, поэтому герой хороший, не стоит к нему вот так вот с пренебрежением относиться. Нужно в любом случае его до 3 звезд доводить, забирать вот эти глобальные усиления. И в целом-то и все. И, возможно, потом в будущем, если у вас откроется Эва, может быть, вы на него посмотрите по-другому. Ну и я также вместе с вами. У меня на этом все. С вами был Импреза. Ставьте лайки, у кого есть тайный маг. Вот, все, всем пока.